Давайте сегодня поговорим на чистоту. Отодвинем гороскопы и калькуляторы, отключим этот мистический треск. Есть старая, очень старая сказка. Сказка про спасителя, про грядущего царя, который придет из грязи, из народа, никому неведомый, неизвестный, всех рассудит, все исправит, и водворится мир и справедливость. Эта сказка старше любого государства на этой планете. Она вечная, и она всегда актуальна, когда будущее кажется туманным, а настоящее несправедливым. Сейчас у этой сказки цифровая оболочка. Ее шлифуют в телеграм-каналах, склеивают из обрывков Нострадамуса и Ванги, подгоняют под даты из астрономических калькуляторов. Получается идеальная пища для алгоритмов. Загадочная, мистическая, цепляющая, но безответственная. И, как водится в любой религии, тут есть свои пророки, мессии и адепты. Гуру Сатчитананда. Одни кричат «Я есть», «Я царь». Это, как правило, симптом острого одиночества или расстройства психики, мания величия. Смотришь на такого кандидата в цари и понимаешь, он максимум может возглавить секту в паблике, человек на 100. Другие ищут. Листают карты, сводят гороскопы, ищут тайные коды. Это современные лозоходцы. Их поиск – это часто форма экзистенциальной игры. Способ сделать хаос истории чуть более структурированным, предсказуемым, красиво, поэтично, безобидно. А третьи якобы уже нашли. У них уже есть папочка на компьютере, вот его примерные года, вот его возможные черты характера, и они ждут. Ждут, что вот-вот произойдет некое волшебное событие, и их избранник, чистый и непорочный, поднимется в небеса. И что? Сядет на трон? И вот здесь сказка упирается лбом в бетонную стену реальности. В стену под названием «власть», как система. Давайте представим этого гипотетического парня из низов, из ниоткуда. Не мистического сверхчеловека, а просто умного, харизматичного, возможно, очень золотого на весь мир человека. Как он в реальном мире 21 века может попасть туда? Во власть. Путь номер 1. И единственно, кстати, легальный. Системная карьера. Он из ниоткуда. Он из низов системы. Партия «Единая Россия», «Молодая гвардия», мэрия какого-нибудь города, потом губернаторство, потом федеральный министр или полпред. И это путь как минимум на 20-30 лет. Это путь бесконечных компромиссов, интриг, встраивания в уже существующие кланы и правила игры. Став царем, таким путем он перестанет быть аватаром Калки из пророчеств. Он станет частью системы и бетонной стены. Путь номер 2. Революция или коллапс. Вот здесь сказка оживает. Если система по каким-то причинам рухнет, экономическим, военным, социальным, образуется тот самый вакуум. Вакуум хаоса. И в этот вакуум может влететь кто угодно. Тот, у кого есть воля, решимость, банда преданных. И, что немаловажно, поддержка и нейтралитет силовых структур. Это путь Ленина, грубо говоря. Путь через тотальный кризис. Но готово ли общество, жаждущее сказки, заплатить такую цену за ее осуществление? Ведь любая революция – это кровавое явление. И это не сказка, это реальность. Кровавая реальность. Спросите себя, задайте вопрос. Готовы ли вы к повороту таких событий? Путь номер 3. Путь номер 3 – это, скорее всего, какой-нибудь медиафеномен и внешнее признание. Почти невозможный, но гипотетический сценарий. Если бы этот человек стал настолько яркой, всенародной любимой фигурой, писателем, поэтом, ученым,
ну или даже видеоблогером, что его авторитет стал бы сопоставим с государственным, если бы его признали моральным лидером и не кучка каких-то адептов новоявленного гуру, а миллионы людей, что поверят в идею возможности создания справедливого общества, то тогда система, скорее всего, попытается его экспроприировать, дать ему какую-то высокую, но декоративную должность. На трон? Никогда. Система не отдает трон. Она им делится только со своими. И глупо это не понимать. Олигархи, силовики, бюрократы – это не злодеи из сказки. Это части огромного, сложного, самовоспроизводящегося организма. Они не исчезнут по мановению волшебной палочки. Их нельзя убрать, их невозможно переубедить. Их можно только уничтожить или переиграть. А для этого нужно быть внутри их системы, внутри их собственной игры. Нужно иметь команду и играть по их же правилам. Вот и получается, что пророчество – это бумажные самолетики, которые мы запускаем в стену нашей тоски по лучшему. Они красиво летят, делают завихрения в воздухе и падают к подножию горы под названием «Система государственного управления». А реальная власть – это бетонная стена. Бетонная стена институтов, законов, писанных и неписанных, бюджетных потоков, договоренностей, связей, огромных денег и силового баланса. Чтобы что-то изменить у стены, нужен не царь-чудотворец. Нужен мастер-строитель с чертежами, бригадой и легальным доступом к стройматериалам. Поэтому ищите не царя, ищите механиков. Или сами становитесь ими. Учите законы, экономику, право, социальную инженерию. Потому что трон в 21 веке – это не кресло. Это контрольный пакет акций в корпорации под названием государство. А акции не падают с неба по праву крови или мистического предназначения. Их выигрывают в долгой, скучной, неприглядной игре. Сказка, конечно, утешает, и в этом ее польза. Но строить будущее на утешение – это все равно, что строить дом на песке. Сначала нужно разобраться с фундаментом, а он у нас, как ни крути, бетонный. Особенно тот тоталитарный режим власти, что сейчас существует в России. Вот и весь расклад. Без хайпа, без мистики. Только бетон, бумага и здравомыслие. Ладно, теперь давайте поговорим, наконец, о нем самом. О том самом аватаре Калке. О царе, воине, восстановителе Дхармы. О том, кого ищут по переписанным даже неизвестно сколько раз текстам. Сводя воедино строчки Нострадамуса, Ванги, Эдгара Кейси, монаха Авеля, Рения Нера, Льва Мудрого, православные апокрифы и индийские Пураны. Найти по этим текстам этого персонажа – это как пытаться собрать лицо человека из осколков 10 разных зеркал. Получится монстр. Красивый, страшный, но монстр. С точки зрения здравомыслия и реальности, найти конкретного человека по этим текстам невозможно. Это игра в испорченный телефон длиною в 1000 лет. Каждая эпоха, каждый переписчик вкладывал в эти образы свои страхи, свои собственные надежды. Вы ищете не пророчество, вы ищете коллективную проекцию всех, кто его читал и переписывал. И это не инструкция, это литература. Мифическая, сказочная, художественная литература. А теперь стоп. Отбросим сказку. Попробуем собрать психоэмоциональный портрет того, кого описывают эти тексты. Не того, кто грядет, а того, кто в них реально описан. С точки зрения психологии, это не просто воин, а это тотальный диссоциатив,
полный антисоциум. Человек без жалости, без страха, без чувства собственной важности. Просветленный мастер, гуру, учитель, мистик, эзотерик и, в конце концов, 10-й аватар Вишну. С клинической точки зрения, этот человек с глубоким нарушением аффективной среды. Полное отсутствие страха – это патология, ведущая к безрассудству. Отсутствие жалости – это признак выраженной психопатии или в более мягкой форме крайнего прагматизма, граничащего с абсолютной бесчеловечностью. Отсутствие чувства собственной важности возможно лишь тогда, когда у человека происходит тотальное растворение личности. Полное отсутствие эго – это человек без лица, с множеством масок, которые он может демонстрировать по своему собственному усмотрению. А там под маской нет ничего, кроме сияния вечности. Он не смиренный, он пустой. Его «я» растворено не в любви ко всему сущему, а в одной идее – дхарме, порядке и миссии. Его психика – это лезвие без рукоятки. Его восприятие разрезает реальность и разбивает на пиксели. Видящий Нагваль – это не человек в прямом смысле. И любое столкновение обычного человека с таким существом может привести либо к нарушению в психике обычного человека, либо к тихому ужасу. Потому что для обычного человека встреча с подобным персонажем в жизни – это разрыв всех шаблонов реальности, выходящая за любые представления в его голове. С точки зрения философии и религии, он не просто новый пророк. Он – это конец истории в одном лице. Новая религия огня – это не вера. Это антитеза современному мироустройству, где все истины условны. Это возвращение к абсолюту, к тотальной иерархии, где добро и зло снова черно-белые. Он не несет новое учение. Он – это катастрофический реставратор. Его задача, согласно мифу, не строить утопию будущего, а очистить настоящее огнем и мечом, чтобы вернуть мифическое золотое прошлое, Сатья-югу. Его религия – это религия воли и порядка, где самомнение – это ересь, а компромисс – это предательство. С точки зрения науки, истории, политологии, такой человек, если бы он действительно существовал, был бы социальным вирусом максимальной летальности. Он – это идеальный лидер для эпохи хаоса и коллапса. Его психотип не жизнеспособен в стабильном, нормальном обществе. Он выживает и процветает только в хаосе. Его восстановление дхармы на практике – это тотальная революция, снос всех существующих институтов под предлогом их нечистоты. Он не будет договариваться с олигархами, он их будет физически ликвидировать или изгонит. Он не будет играть в политику, он объявит политику грехом. Его власть будет основана не на законах, а на прямом насилии и харизме, освященной тем самым новым огнем веры. И это не предложение, это то, что написано в пророчествах. Что, по-вашему, этот персонаж действительно должен делать, согласно логике пророчеств? Не нашей мечте, не нашим фантазиям, а исходя из той реальности, в которой мы все с вами пребываем. Я не знаю, что там читают мистики, маги, эзотерики, тарологи. Вот что там читаю я. Первое. Создать системный кризис. Явно или тайно работать на разрушение текущего порядка. Ибо только на руинах он может построить свое новое справедливое царство. Второе. Он должен стать символом, не программой, а знаком, иконой гнева и надежды всего человечества.
Его биография должна превратиться в легенду, а его слова должны стать священными текстами. Третье – это в конце концов уничтожить сложность всех религиозных догм, упростить мир до битвы света и тьмы, упразднить дискуссии, партии, независимые СМИ, оставить только иерархию, догму и дисциплину, внутреннюю и внешнюю. Четвертое – это в конце концов вести перманентную войну. Войну с внешними врагами и с внутренними неверными, с самой человеческой природой, склонной к слабости и многообразию. Он не миротворец, он вечный воитель. Так что же мы ищем в итоге? Мы ищем фантомную боль общества, жаждущего простых ответов в этом сложном, многообразном мире. Мы ищем не человека, а функцию молота, который будет бить по наковальне и высекать из нее искры огня, в котором сгорит все прошлое, все духовные и социальные институты. И вот самый главный, неприятнейший вопрос. А хотите ли вы, чтобы такой человек действительно пришел к власти? Хотите ли вы жить в мире, очищенном огнем, без жалости, без страха, без вашего личного «я», которое должно раствориться в его дхарме? Хотите ли вы быть винтиком в машине абсолютной правды? Поиски Калки – это прекрасное зеркало. В нем видны наша усталость от беспорядка, тоска по сильной руке и детская вера. Вера в то, что Спаситель будет добрым дядечкой. В мифах он вовсе не добрый. Он необходимый с точки зрения мифологической логики хирург, который отрезает гниющие конечности без анестезии. Поэтому, может, хватит искать хирурга с мечом в древних книгах? Может, лучше начать думать своей головой? Как вылечить это общество, не доводя его до состояния, когда единственным решением кажется ампутация всего, что сгнило? Так что, уважаемые граждане, ищите не царя, ищите иммунитет, чтобы не понадобился хирург с огненным мечом. Это куда сложнее, чем читать гороскопы. И куда важнее взять на себя личную ответственность за то, что сейчас происходит в мире. И самим начать искать выход из сложившейся ситуации. Исправление мира начинается всегда с себя, а уже потом все остальное. Так что же мы имеем в итоге на самом деле? Мы прошли полный круг от мифа до бетона и обратно. Первая реальность – это реальность мифа. Мы создали идеальный образ аватара Калки. Воин-пророк без страха и жалости – это не человек. Это функция, хирургический инструмент истории. Его портрет, списанный из пророчеств, это психологический архетип тоталитарного спасителя. Он возникает не для жизни, а для катастрофы. Его миссия не управлять, а сжигать и вычищать. Он – это ответ коллективного бессознательного на эпоху хаоса и упадка. Это сказка, но сказка очень опасная, потому что она дает санкцию на тотальное насилие во имя высшей правды. Искать его по гороскопам – это все равно, что искать молнию, изучая барометр. Вы никогда его не найдете, потому что он – это не персонаж красивой упаковки из ваших представлений, обвязанный красным бантиком, из книжек пророчеств, гороскопов, нумерологии. Он – это призрак в духовных доспехах, буря хаоса и огня, окутанная туманом. Искусство всех воинов – это сталкинг. Это логика, анализ, выводы, стратегия и тактика. И этот персонаж не настолько глуп, чтобы показаться людям на глаза, потому что одни будут его высмеивать и плевать ему в лицо, другие будут пытаться его уничтожить.
Поэтому, если пророчество действительно реально существует, а вовсе не сказка, то никто его не узнает, потому что человеческий мозг не способен осознать тайну божественного замысла. Вторая реальность – это реальность бетона. Власть – это система, сложная, иерархичная, самовоспроизводящая машина из законов, договоренностей, денег и силовых балансов. Чтобы попасть в ее ядро, нужно либо потратить десятилетия, встраиваясь в ее логику и перестав быть чистым спасителем, либо дождаться ее полного коллапса. Власть не принимает чужаков. Она либо отторгает их, либо перемалывает и усваивает с легкостью. Путь из низов на трон в стабильном государстве невозможен. В нестабильном это путь через кровь и руины, где царь не будет божественным монархом, а будет самым безжалостным полевым командиром. И что в итоге у нас в сухом остатке? Поиски царя по пророчествам – это симптом, а не решение. Симптом глубокой социальной тоски по порядку, справедливости и смыслу. Это красивая, глубокая, но в конечном итоге беспомощная реакция на сложность окружающего нас пространства и мира, в котором мы живем. Игра в расшифровке – это утешительная иллюзия контроля. Пока мы ищем тайные коды в старых книгах, мы чувствуем, что приближаемся к разгадке истины. Но на самом деле это игра, которая уводит нас от реальных рычагов, которые всегда лежат в сфере политики, экономики, права и гражданской самоорганизации. Два вывода, которые стоят друг напротив друга, очень просты. Если вы верите в миф, готовьтесь к тому, что его воплощение будет ужасающим. Вы зовете не доброго царя, а карающий абсолют. Вы хотите не справедливости, а катарсиса. И это, если честно, очень страшная позиция. Если вы смотрите трезво и все понимаете, что будущее строится не пророками, а механиками, инженерами, юристами, докторами, учителями и просто ответственными гражданами, что дхарму, порядок и справедливость восстанавливают не огнем единого меча, а кропотливой работой миллионов по кирпичику, по закону, по конституции, по договоренности. Поэтому финальный выбор всегда за нами. Ждать молот, который все разнесет к чертовой матери и соберет все заново по своему чертежу – большая глупость. Все, что нужно делать, это самим сообща, без всякой мистики, начать чинить фундамент нашего общества. Сказка зовет, конечно же, в героический сон. Реальность же требует трудного, будничного бодрствования. И каждому придется выбирать, на чьей вы стороне. На стороне архаики мифа или трудной зрелости и здравомыслия. А третьего не дано.